Друзья, всем привет! Рад вас всех видеть. И сегодня в этом видео я бы с вами вместе хотел бы посмотреть новое обновление Walking Top. Те, кто уже пользуется сервисом, те, вероятно, уже знают, да, что там за обнова, хотя она совсем-совсем недавно только вышла, но так или иначе, вероятно, уже успели посмотреть и получить профит от всех этих фишечек. Ну а кто еще не в курсе данного сервиса или кто-то, возможно, покупал, но далее не продлял подписку, то welcome, я думаю, это видео будет максимально полезно, максимально информативно, да, с точки зрения того, как обновился сервис, какие способы, да, для дополнительного заработка сейчас там есть. Вот, поэтому предлагаю приступить и начать пока с бесплатной версии для тех, кто еще не слышал про данный сервис. Как вы знаете, раньше был сервис Walking.co, это бесплатный сервис аналитики по Волкину, да, и не так давно он закрылся. Вот, Walking Top перенял эту эстафету, да, и теперь на бесплатной версии Walking Top мы можем, что мы тут можем наблюдать? Мы видим график, да, это график котов, то есть какие были проданы, какие куплены и так далее, какие выставлены на маркет, да, за период времени. То есть с помощью этого графика мы можем видеть динамику рынка, когда люди больше выставляют, когда они меньше выставляют. Да, это была просадка, когда Solana не работала. Вот, то есть, соответственно, данные в сервис не поступали. Что у нас дальше есть? У нас есть также продажи по типам, да, Common, Uncommon, Rarka, Epic, Lego. Да, лучше не буду нажимать. Вот, то есть мы одним нажатием можем отфильтровать котов, которые не так давно продавались. Это все в бесплатной версии, можно заходить, смотреть и прицениваться также с помощью вот этого вот инструмента. Идем дальше, что у нас тут есть? У нас также отображаются генезисы, да, это бесплатная версия, и вот стоимость. Вот в правой части характеристики котов и, собственно, время, как давно кот был продан, да, имя кота и его, соответственно, уровень, количество бридов. Что нам может дать эта инфа? Это инфа по большей части для новичков, кто только заходит в проект, у кого сейчас нет достаточного бюджета, да, но с помощью вот конкретно этого инструмента мы можем смотреть, оценивать наших котиков, да, понимать, сколько они вообще в принципе стоят, за какую цену они уходят по рынку. Тоже довольно-таки интересно. Вот. С Walking.co, Walking Top перекочевал калькулятор бридов, соответственно, что мы можем ввести сюда наше значение нашего кота, да, у каждого кота есть свое значение, можем его посмотреть спокойно в приложении, ввести одно значение, ввести второе и нажать кнопочку брид, калькулятор просчитает и тем самым покажет нам вероятность того или иного брида, да. Если вот мы возьмем эти два кота, у нас вероятности вот такие получаются. То есть общая вероятность 61 на то, что получится Lego, 20% на Epic, 16% на Rarku. Вот. И по каждой также категории Color, Body, Tail, Ears и Face Environment. Вот. Все эти фишки, они были в Walking.co. Если кто не пользовался, если кто не знал про тот сервис, да, то welcome, переходите в Walking Top бесплатно, абсолютно, вот можно пользоваться, юзать и смотреть, как, что тут и к чему. Вот. Есть английская версия, есть русская, и как бы на этом сейчас все. Совсем скоро ребята обещают также информацию по одежде, да, чтобы мы тоже могли заходить, смотреть, какая одежда продалась. Это тоже все будет в бесплатной версии, поэтому очень круто, что они заботятся не только о платных подписчиках, да, а еще и делают тот сервис, который помогает юзать программу и взаимодействовать с нашим приложением в таком более продвинутом формате. Но это все бесплатная история, да, мы не для этого тут с вами собрались. Вот, давайте, наверное, перейдем к самой такой внутрянке, к самому интересному, да, это самое сердце Walking Top. Что тут есть, да, давайте перейдем. Во-первых, тут появилась сначала такая небольшая обзорная экскурсия, да, что нового, что интересного, как этим пользоваться. Тут появилась тема, да, то есть темная тема и светлая тема. Для чего это нужно, когда мы сидим за сервисом, да, если раньше была только светлая тема, то ну, такое значительное напряжение было на глаза. Теперь же мы можем просто нажать на вот эту клавишу, да, и у нас будет темная тема, которая мне гораздо больше нравится, и как-то и напряжение на глаз меньше, да, и более
информация подчеркивается. Переходим дальше, да, кнопочка I. Тут информация, тут на самом деле огромный кладезь всего. Если у вас уже есть подписка, вы, вероятно, это все видели и читали. Тут разработчики сервиса сделали прям пошаговую такую инструкцию, как и чего, да, как пользоваться, какие механики могут быть, помимо флипа, да, именно целых 6 механик по бредам. То есть, чтобы были выгодные бреды, есть свои плюшки, есть свои интересы, как минимум только за этой клавиши можно сюда заходить и смотреть. Вот. Поэтому раскрывать я ее полностью не буду в рамках этого ролика, да, но так немного пробежимся по верхам, когда будем уже смотреть функционал всего сервиса. Что у нас дальше? У нас есть редкость, да, также можем, то есть у нас есть фильтры. Что такое Walking Top? Это сервис, когда мы можем выцепить любого кота с маркета и получить профит, собственно, из наших правильных действий. Какие у нас могут быть тактики? Да, давайте начнем, наверное, с этого. Первая основная тактика — это флипать котов. То есть тут есть вот такая фишка, да, как примерная прогнозируемая стоимость. Вот она. Эта стоимость показывает, за какую цену примерно вот такие вот коты, они продавались порядка там до 12 часов. Соответственно, если мы видим, что вот этот код вышел, он еще его, видите, 2 минуты, его еще нет на маркете, но он есть в блокчейне. Мы получаем данные заранее в этом сервисе, видим, какой код выходит, видим его характеристики, видим его стоимость и, соответственно, что если стоимость его более-менее нам подходит, то есть в чем прикол? Мы заранее видим котов, которые выходят в блокчейн, но которых еще нет приложения. Далее мы через этот сервис можем посмотреть, что как, какие характеристики у этого кота, какой уровень, рарность и так далее, да, и какая его прогнозируемая нормальная, адекватная стоимость по рынку. То есть если мы выставим этого кота, то у нас с максимальной долей вероятности продастся за 12 часов. Вот. Если мы видим, допустим, в данном случае там 6600, да, то зайдя в приложение, мы вполне вероятно можем увидеть стоимость ниже, 6000, 5500, да, там 5000. То есть люди бывают разные сложные варианты, они не знают, как оценить. Поэтому мы можем просто одним из первых взять никнейм кота и зайти в приложение и забрать его. Спустя день выставить по нормальной цене. Примеры этого давайте посмотрим прямо сейчас. У нас есть вот такая вот штука, да, 30. Это то количество котов, которое сейчас у нас отображается на дисплее. Соответственно, если я введу 200, нажму поиск, то он у меня сейчас выдаст 200 вариантов, самых последних вариантов, которые продавались. И мы сейчас попробуем прямо вот в лайфе найти какой-то интересный момент. Да? Что мы тут видим? Мы видим, что данный код продался за 10 минут, его примерная адекватная стоимость, даже ну, вот такая, которая ходовая, можно так сказать, да, 4155 монет. В данном случае кота купили за 4200. Вариант не наш. Идем дальше. 1200, 1200, да, плюс-минус. То есть видим, что сервис довольно-таки неплохо прогнозирует стоимость наших котиков. Что дальше? 3300, 3300, опять же, 700, ну, плюс-минус 700. И какой-нибудь вариант сейчас хочу интересный найти. Сейчас идут такие совпадающие стоимости, по которым довольно часто люди покупают. Ну вот, допустим, данный код, да, 8 уровень, Комонка Genesis, мы видим, что примерно его, если выставить за 1432, ну в данном случае там 1450, то он уйдет с очень большой долей вероятностью за 1450. Но продавец оценил кота в 1250 монет. Соответственно, человек, который приобрел данного котика, он сэкономил 250 монет. Ищу дальше, ищу дальше. О, кстати, вот уже поинтереснее вариант. 700 монет сервис оценивает, кот продается за 600. Если мы приобретаем этого кота, экономим 100 монет. В данном случае 3300 монет прогнозируемая адекватная стоимость вот этого кота 10 уровня с одним бредом. Владелец его выставил за 2999. Топаем дальше, топаем дальше. Возможно, тут что-то сейчас мы интересное найдем. Ну, кстати, вот еще более интересно. 3854 монеты сервис оценивает данную анкомонку, 8 уровень.
скорость, стамина, до этого сейчас дойдем. Короче, примерная стоимость этого кота 3854 монеты. Владелец оценил данного котика в 3000, ну, плюс-минус 300 монет, да. Соответственно, что? Разница получилась порядка 500 монет. Мы можем купить этого кота через день, когда пройдет колдаун, выставить его и получить свой профит. Вот еще, кстати, более интересно, да, 6300 стоимость кота, 5600 владелец выставил. То есть кому-то сейчас так неплохо повезло, кто-то на ровном месте поднял почти 1000 монет. Ну и так далее, да, то есть это я сейчас показываю просто примеры, примеры того, что как люди вылавливали, да, подходящие. Вот тут разница в 500 монет. Бывает такое, например, что кто-то лего, допустим, да, там ноликом ошибся и выкинул. То есть мы видим, что лего выходит, и одним из первых забираем самого вкусного котика по ошибочной цене, но бывает и такое. Поэтому первая функция, да, вот такая сильная сторона сервиса, это одним из первых понимать, какой код скоро появится в приложении, и понимать его стоимость, понимать его там характеристики, которые будут, да, и заходить в поиск и смотреть. Если стоимость нам подходит, то отлично, мы одним из первых забираем крутого кота и продаем его спустя сутки. Но это что касается флипа. Да, флипать могут не все, не у всех хватает времени, выдержки, да, вот так вот сидеть, смотреть, что там вышло, что не вышло и так далее. Да, кстати, для вот таких вот штук есть автообновление. Можно его включить, и у нас будет не надо будет постоянно кликать, и просто вот можно так сидеть, делать свои дела, да, у каждого своя разная работа, возможно, у кого-то просто позволяет поставить ноут, смотреть, если там что-то вышло, оп, да, сразу два варианта, вышло что-то интересное, то брать телефон, копировать имя котика, да, и вот можно даже в одну клавишу нажать «Копировать», и вставить просто в приложение и смотреть стоимость. Тем самым можно такой выйти на неплохой активный доход. Но флипом, да, дело не ограничивается. Флип — это такая довольно понятная стратегия, актуальная и прибыльная. Но еще есть бриды, которых на самом деле 6 разных видов, как я уже сказал в самом начале ролика, 6 видов профитных бридов. Поэтому какая история у нас тут есть? Да? У нас, когда код выходит на маркет, мы видим его редкость, мы видим, когда он появился на маркете, его имя, уровень, количество бридов и, соответственно, гены. Да? Очень-очень крутая фишка. Walking Top одни из первых разгадали все гены, и в этом сервисе они самые точные, наиболее точные, потому что были разные и бесплатные брошюры, да, но есть в этом свои неточности, поэтому в данном случае, когда речь идет уже о профите, да, забирать профит, получать на этом нашу прибыль, то лучше заплатить, иметь доступ к удобной, грамотной, проверенной, точной информации и не налажать с генами. Потому что ошибки бывают разные. Нам ошибки не нужны, нам нужны крутые, качественные бриды, да, чтобы не напарываться, потом не терять деньги, и Walking Top с этой задачей круто справляется. Тут есть что? Тут есть 6 генов. Синий, соответственно, RAR, зеленый Uncommon, да, и Common. В данном случае это просто цвета генов, соответственно, мы можем понимать, какие гены у этого кота. Но есть еще вот такая вот штука, да, сила, скорость, сила. Соответственно, мы видим, что вот этот вот цвет рарный, он влияет на силу этого кота. Именно поэтому этот кот 82, допустим, да, по силе. И лицо у него тоже сильное. Соответственно, вот эти вот 3 гена, лицо, уши и цвет, они вытягивают ему силу до 82. Для чего нам нужна эта информация? Для того, чтобы делать крутые качественные бриды. Да? Помимо того, что мы теперь прямо в сервисе можем видеть, что какой ген у какого кота за что отвечает. Да? В данном случае мы видим, что цвет у него на силу, уши на силу, лицо на силу. Есть еще такая подсветка, да, красный. То есть это сила гена. Каждый ген, он имеет свою разную силу. Тут есть 3 градации. То есть вот такая, да, желтоватая. Это средний ген.
Вот такая она более такая белесая, да, больше к желтому, то есть слабый ген. Соответственно, вот если мы берем вот этого кота со стаминой на хвост, то это не значит, что если мы его возьмем в брид, раз у него есть там хвост на стамину, то и получится крутой кот. Нет, у него хвост на стамину слабый, поэтому передача, если он там передастся, да, то у нас значения будут низкие. В данном случае этого кота круто бридить на силу. То есть мы видим, что вышел данный котик, у него есть цвет рарный на силу, сильный, да, он красный, уши и лицо, все на силу. Мы можем подобрать ему теперь пару. Какие пары могут быть, это вот все вот в этой информации, но давайте немного, чуть-чуть приоткроем завесу тайн, так сказать, да, мы можем что сделать? Мы можем взять обычного комоновского кота, например, у которого тоже есть сильные гены, много сильных генов, да, вот взять фильтр, например, ну, допустим, мы берем вот этого кота, мы его сейчас купили, стоимость нам подошла, он даже вышел, допустим, по 6500 цене, ну, допустим, вот мы его купили, все, он у нас есть, мы его закрепили, мы понимаем, что мы хотим его сбридить. Теперь наша задача подобрать грамотно пару этому котику. Остановил видео, чтобы не забыть, какие гены у нас тут есть. Что мы видим, да, цвет боди и фейс у нас уже есть. Соответственно, нам надо собрать уши, окружающая среда и хвост. Что дальше? Зайдем, допустим, в нолик, 0 бридов, какой-нибудь комонка и просто вот вообще любую. Дайте нам любую комонку. Главное, чтобы что? Чтобы у нее был хвост на силу. Ага. Один есть. Можно мне побольше, пожалуйста. Давайте я, наверное, тогда какое-нибудь значение 70 силы поставлю. Хочу хвост на силу. Хочу тело на силу и окружающую среду на силу. Тум. Хвост на силу, окружающая среда на силу и, ну, боди тоже на силу, но как-то не очень. Но в данном случае, если мы, кстати, скрестили вот с этим котом, получилось бы вообще мега пушка-бомба. И причем, возможно, получилась бы рарка. Рарка на силу, у которой все вообще гены, за исключением face, были бы на силу. И это прям прикольно. Ну и, собственно, так далее. Да, вот тут есть хвост, уши. И можно подобрать как-то подходящее значение кота. Вот можно выставить редкость побольше, да, анкомонки, рарки и комонки. Что у нас тогда выйдет? У нас выйдет больше предложений по маркету. И вот у нас 3, допустим, кота в продаже уже есть сейчас для той нашей пары. Это все рарки. Одна из них наша, которую мы смотрели, насколько я понимаю сейчас, да. Ну и вот тем самым мы можем подобрать пару для нашей рарки. Мы знаем, что у нашей рарки боди надо поменять. Вот у этой боди, например, на силу, а у нас на скорость. Нам это не нужно. Надеюсь, что комоновский ген, допустим, перейдет сюда. Цвет у нас также на силу, и тут цвет тоже на силу. Соответственно, когда мы два одинаковых гена рарных пересекаем, то вероятность того, что у нас выкатится рарка, она довольно-таки высокая. Вот. Ну и тем самым, если мы вот эти вот гены тоже перехлестнем, у нас может появиться довольно-таки неплохой вариант. Короче, о чем тут речь? Да, я не буду, наверное, палить вообще все схемы. Вот заветная кнопочка I, там прям так и хочется взять, открыть и рассказать. Вот, но мне запрещено это делать, поэтому, если интересно, как пользоваться бридами, залетайте, конечно, в сервис, читайте вот эту всю инструкцию, а сам тип, какие есть инструменты, я вот раскрываю в видео, то есть можно сразу понимать, что вас тут ждет, какие инструменты и как доступ вообще к чему открывается. В Walking Top есть 3 тарифа. Это бесплатный, это тариф Pro за 1000 монет, да, и тариф VIP за 2500. Чем они отличаются? У тарифа Pro доступны также вот все фичи, но единственный нюанс в том, что коты появляются на сервисе с задержкой в 15 минут. То есть в
флипать мы тем самым не сможем, да, мы не сможем в первых рядах узнавать самые-самые вкусные цены, ошибочные, возможно, или те варианты, когда человек не смог понять, по какой стоимости ему выкладывать котика, да, но мы сможем пользоваться всем функционалом вот по подбору генов и подбирать подходящую пару для нашего кота, оценивать своих котов, смотреть, какой ген за что отвечает, насколько сильные у них гены, да, и вот делать такую спайку и получать очень статных котов. А на тарифе VIP можно получить доступ ко всему функционалу и флипать котов, тем самым уравнивая рынок, да, забирая профит от людей, которые не совсем верно установили цену своего кота. Кстати, по промокодам. Традиционно выделяем промокоды под каждым видео на этом канале под YouTube. Это видео не будет исключением, поэтому переходите в комментарии, переходите в описание, там забирайте промокоды на скидку 10% на первый месяц. Так что, друзья, на этом все. Был рад вам показать возможности сервиса. Надеюсь, что вам он был полезен. Вот тут даже, кстати, спалил огромное количество инфы, да, как минимум в плане генов, их качества и силы. Но больше мы так делать не будем. Вот, и поэтому переходите, смотрите, изучайте, а если хочется сэкономить время, то welcome, скидка на промокоды в описании.